Всем привет! Вы на канале «Шить для себя – это удобно». Я продолжаю серию видеороликов, где шью для своей любимой мамы. Одежда для дома, можно ее так назвать. Сегодня я буду шить юбку типа четырехклинку. Вот, обхват талии 96, обхват бедер 120, длина юбки 80 сантиметров. Шить буду из хлопка. Вот такой хлопок, как всегда, нашли в закромах Родины. Вот. И как ее раскроить? Очень все просто. Для меня я ее могу пошить буквально за час. Ну а вы за 2-3 часа максимум. Берем свою базовую основу, которую строили. Ссылку на все мои базовые основы вы всегда сможете найти под этим видео, под любым видео. И перекраиваем, переснимаем нижнюю часть от линии талии вниз, хотя бы до линии бедер. Вот так я укладываю кальку и перекраиваю. И потом и спинку, и перед аналогично мы перекраиваем, и затем укладываем все на ткань. Вы можете использовать для верха вместо пояса вот такую широкую резинку. Либо есть разной ширины вот такие специальные резиночки, которые можно пришивать к верху и не обязательно делать дополнительный пояс. На зигзаге мы будем это делать. Итак, на основу уложили, перекроили. И теперь обратите внимание, что я буду закрывать выточку. Вот. Выкройку склеиваю, и необходимо на вот эту ширину выточки расширить в бок. И точно по этой же ширине также расширить и всю юбку. Сюда и то же самое. И то же самое закрываем выточку. Вот так. И тоже расширяем на это же расстояние в бок. Получается где-то на сантиметра 2,5 расширяем ту основу, которую построили с вами. Укладываем часть кромки. Вот, кромку желательно отрезать, она не нужна, если вы пользуетесь оверлоком. Укладываем и вот таким образом продлеваем, как идет бок, так и мы продлеваем вниз боковой срез. А другую часть мы будем размещать валетиком, то есть в другую сторону. Вот что получается, две детали лежат валетом друг к другу. Ширина ткани у меня 96 сантиметров. И между ними остается вот расстояние, ну вот 10 где-то сантиметров. И я хочу использовать это, расширяя еще вниз. Поэтому от 30 сантиметров где-то, нахожу 30 сантиметров, но это в моем случае. Вы находите свою самую широкую точку при расширении. Здесь, сейчас я покажу, оставляете буквально там 2 сантиметра на шов, а все остальное пускаете на расширение. Вот так. Я надеюсь, это понятно. То же самое делаем с другой стороны. То есть это же расширение здесь мы оставляем на шов, а вот эту часть расширяем. И продлеваем бок. Обращаю ваше внимание, что длина по боку 80 сантиметров. Мы отмечаем 80 сантиметров. И то же самое будет по переду, вот здесь 80 сантиметров. Поэтому вот здесь, вот в этом месте происходит вот такая дуга. Мы выровняли просто стороны юбки. Все, теперь вырезаем. Так выглядят выкроенные детали. Вот 4 детали абсолютно одинаковые получаются в моем случае. В вашем случае могут быть разные. Вот, теперь мы намечаем место расположения кармана. Он находится от линии талии, от вот этой линии на расстоянии 5-7 сантиметров. Я сделаю 5.
Вот здесь будет вход в карман. И ширина кармана 14-15 сантиметров в моем случае. Как выкраивается карман? Очень просто. Часто показываю. Еще раз покажу, так как видео будет коротким. Мы укладываем детали в 4 слоя. Вот так, например. Сверху укладываем руку и обводим руку. Просто обводим руку, все. Вот, карманка готова. Вырезаем. На каждой детали стачиваем средний срез, обрабатываем на оверлоке и по рассечкам притачиваем к каждой половинке свою мешковину кармана. И затем соединяем все, можем даже единой строчкой. Края обрабатываем на оверлоке. На первом этапе я соединила по среднему срезу, шов расстрочила. Теперь по рассечкам пришила карманки, обработала одновременно все на оверлоке и затем именно на передней части отвернула в сторону и дала строчку по карманке 0,1 от края. Теперь нужно то же самое сделать со стороны спинки, за исключением карманов. Карманы растрачивать не нужно. Вот, и на переднюю половинку укладываем заднюю половинку. Вот так. Уравниваем все срезы. И начинаем соединять бок одновременно с карманом. Вот, соединяем и потом вот так вокруг, сюда и дальше. Шов можно сделать побольше, больше, чем вот этот шов. И потом отдельно карман обрабатываем на оверлоке. Девочки, я решила изменить концепцию. Я сначала соединю карманки, вот эти, на лицо. То есть я вот так лицо с лицом сложу и соединю. Вот так. Потом здесь сделаю небольшую рассечку и выверну, приутюжу карман, и он будет у меня выворотным швом. Мне кажется, так будет лучше. Хочу показать вам этот карман. Вот смотрите, мы укладываем изнанка к изнанке и начинаем строчить от шва чуть-чуть, буквально на 1 миллиметр от вот этого, ну, чтобы его не захватить. И вот на расстоянии как можно тоньше, ну, либо потом нужно будет срезать, мы обрабатываем мешковину, соединяя ее. Я продолжаю. Доходим до конца. Ставим закрепку. И теперь шов оснаравливаем. Ну, где-то до 3 миллиметров. Аккуратненько берем. Так. И обрезаем. Весь карман выворачиваем наизнанку. И все края приутюживаем. Теперь за утюженный край мы аккуратненько заводим и обрабатываем до строчки, вот до этой строчки. Тут закрепочка, дальше не переходим. И на ширину лапки вокруг вот так обрабатываем. Здесь аккуратненько вот так раскладываем. Здесь маленький кусочек, вот здесь нужно завернуть вовнутрь, чтобы было аккуратно. И можно вот сойти на нет.
вот сюда, в эту точку. Вот так. И теперь нужно соединить вот эти стороны. Соединять можно и швом, например, в 1,5 сантиметра, не обязательно в сантиметр. Мы сначала начинаем вот сюда. Ставим закрепку, вот так. И теперь продолжаем дальше, протягиваем, отворачиваем в сторону шов. Вот, начинаем, ну, можем отмерить здесь 15 сантиметров. И чуть дальше строчки начинаем соединять той, по которой мы строчили. И так строчим до конца. Затем шов разутюживаем. Шов разутюжили, и со стороны лица ставим вот эти 2 закрепки. Одна закрепка выше кармана, другая ниже кармана. И карман наш готов. Теперь обрабатываем низ. Обработали на верлаке. Затем я поставила свой любимый магнитик и на расстоянии 4 сантиметров прокладываю стабилизирующую строчку, которая мне показывает ориентир заутюжки. Заутюжка будет широкая. Я люблю широкую заутюжку. Вот. И аналогично я сделаю еще строчку по краю для того, чтобы стягивать, так как радиус у верха, естественно, больше, нам немножко нужно будет припосадить при заутюжке. И вот по этой строчке заутюжу. Вот как она выглядит, эта строчка. Вот она. Я по ней буду заутюживать, а вот эту часть припосаживать ниточкой. Вот я заутюжила по строчке. И образуются небольшие фалточки. Немножко нужно сутюжить. Если вы их не можете сутюжить, тогда вот эту ниточку, которую мы прострачивали, немножечко можно подтянуть. И я строчу сейчас, пробую по лицу. От бокового шва устанавливаю магнит на 4 сантиметра. Вот, устанавливаю и даю строчку. 4 миллиметра у меня длина стежка. И смотрю только на магнит. Получается широкая подгибка. Если вот здесь та строчка, которую вы давали, у вас, ну, немножко вот как у меня выходит, ее можно спокойно вытащить потом. Опять этот край приутюжить. Останется сейчас нам только пришить сверху резиночку, и юбка будет готова. Приступаем к самому последнему этапу, это пришивание вот этой резинки. Я буду использовать вот такую резинку декоративную. Я ее соединила по обхвату талии, и вот этот участок, чтобы он не обтрепывался, обработала косой беечкой, одним словом. Вот так настрочила. Теперь важно найти середины и отметить иголкой хотя бы 4 части. Вот здесь понятно. Здесь берем иголку и отмечаем половину. И затем таким же способом отмечаем все остальные четверти. Вот так. И напротив. Вы можете это делать ручкой, пешестирайкой, но я буду делать иголочками. Еще можно пополам сложить и найти еще половину и тоже отметить иголочками. То же самое нужно сделать по юбке. То есть поделить на четвертинки. Вот так. Для того, чтобы сборочка была более равномерная. И еще раз мы делим резинку. Как делить на юбке, аналогично.
Что важно теперь? Сейчас я последнюю иголочку вколю. Вот так. Что важно? Резинку откладываем. Нужно край верхний обработать на оверлоке и вот так загнуть и прострочить на сантиметр, на 0,5 по верху, дать строчку. И после чего мы будем соединять. Для этого просто загибаю, устанавливаю и даю строчку. Шов будет скрыт под резинкой, но в любом случае он может обтрепаться, поэтому я делаю так. И так по всему кругу. Вот край подстрочили. Теперь укладываем шовчик на шовчик и устанавливаем зигзаг. Зигзаг у меня будет стоять где-то 3 на, наверное, 2,5. Вот так. Можно попробовать. И теперь наша задача совместить эту иголочку с этой иголочкой. И вы просто натягиваете и держите пальчиком. Вот так. Начинаете сначала строчить. Проходите самое сложное место. И вот с этого участка начинаете натягивать. И вот строчите возле самой кромочки. Желательно, чтобы нитки более-менее подходили в цвет. С изнанки получается вот что. Такой способ подходит для домашней одежды. Это не люксовая обработка, но для домашней одежды, юбочки, которые носим дома, это подходит. Вы всегда сможете и окантовать этот срез, если при желании. Но я шью юбку для мамы, и поэтому знаю точно, что она ее будет носить только дома. И такой метод мне подходит. Опять натягиваем иголочку до следующей метки. И продолжаю. И так от участка до участка по всему кругу юбки. Все, моя юбка готова. Юбка для мамы. Так она выглядит. Посмотрите. Низ. Здесь у нас боковой с карманом. Здесь. А здесь резиночка. Очень просто. Вот такая обработка. Можно на летние юбки, пожалуйста, даже на брючки, на шортики делать вот таким легким способом. Так что пробуйте, девчонки, не бойтесь, и у вас обязательно все получится, я точно знаю. Итак, я у себя на родине, моя мамочка в полном образе, в домашней юбочке. Посмотрите, как она красиво смотрится. Покрутитесь, модель, пожалуйста. Спиной повернитесь. Да. Ну, по-моему, замечательно. Натуральная юбка из натуральной ткани на прекрасной женщине. А вы как думаете, девчонки? Нажимайте пальчики вверх, и обязательно у вас будет такая юбочка. Всем творческих успехов!